Субботнее утро пошло не по плану после телефонного звонка. Да, что там утро? Весь день пошел наперекосяк. Но, как говорится в одной известной поговорке, человек предполагает, в то утро все было как всегда. В парке гуляли мамы с детьми, ребятишки постарше играли на детской площадке. Люди сидели на лавочках и наслаждались теплым летним утром выходного дня. Непривычно в этой картине было одно: под одной из лавочек, словно в домике, сидел щенок и пытался заглянуть прохожим в глаза. Как только кто-то на нем задерживал взгляд, щенок тут же устремлялся за прохожим, словно это была его последняя надежда на спасение. Но видя, что человек удаляется, понуро свесив голову, Кроха возвращалась на прежнее место под лавочку. Именно такую картину и застала одна девушка. Она достала из сумочки телефон и позвонила одному очень хорошему человеку, который наверняка поможет. Хорошим человеком оказалась волонтер со стажем по имени Катерина. Именно ее планы были так беспощадно разрушены появлением одной прелестной крохи ранним утром в парке. Но на тот момент Кроха не была очаровательной и милой, она была напуганной, чумазой и голодной. Волонтер приехала в парк в течение получаса и забрала малышку с собой. И в парке вновь воцарилась привычная картина умиротворения и спокойствия, и ничьи семенящие шажочки не тревожили спокойствие людей. Поездку в машине Кроха перенесла очень даже спокойно. Не пикнула и не гавкнула она даже тогда, когда ее начали купать, тереть и сушить. Первый раз ее голосок услышали только когда взяли на ручки, чтобы приласкать после банных процедур. Вот тут малышка и взвизгнула так, что девушка подпрыгнула от неожиданности. Опытным путем удалось установить, что кнопка звука находится на задней лапке. Малышка проявляла беспокойство и подавала голос, как только дотрагивались до ее задней лапки. Ага, значит без вет. Клиники точно не обойтись и вести придется сегодня же, и эта мысль была воплощена в жизнь в этот же день. На приеме у врача малышка вела себя прекрасно, дала себя осмотреть, ощупать и даже взять анализы. Ничего страшного врачи не нашли, если не считать ушиба задней лапки, который опасности не представлял. И вот Кроха поселилась на передержке, жила она в доме, а днем в ее распоряжении для игр был целый сад, собака и кошки. За свой звонкий голосок и задорное тяв-тяв Кроха получила имя Тява. После того, как малышка окрепла и выдержала карантин после прививок, волонтеры приступили к поиску дома для Крохи. И как вы думаете, долго ли она его искала? Правильно, буквально пару дней. На малышку обратила внимание одна очень хорошая женщина, которая в этот момент искала себе домашнего питомца, и только взглянув на фото Тявы, она поняла, это она. После долгой беседы о всех нюансах проживания Тявы в новом доме было принято решение, что семья подходит, и Тяву отвезли в новый дом на испытательный срок, который закончился буквально сразу же. Ну как можно не влюбиться в такую очаровательную малышку? Никак. И Тява снова едет в машине, только уже не на передержку, а домой. Куратор очень переживала за свою подопечную, но постоянные весточки из дома, фото счастливой Тявы свели на нет все переживания. Нам было очень интересно узнать, что же вырастет из этой забавной бородатой крохи. И вот мы хотим поделиться с вами новостями о том, как живется этой милой и очаровательной девочке в новом доме. Тява подросла, похорошела и постройнела, теперь это красивая статная собака, а заодно и модница. В ее гардеробе есть и кофточки, и комбинезоны, в общем все, что нужно для такой красотки.